Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хотела бы вам предложить связать эту красивую вязаную ажурную тунику, предмет летнего гардероба, который я вязала сама, создана с любовью и вниманием к деталям. Вязалась данная модель спицами из серебристой шелковистой пряжи натурального состава, содержащей хлопок. Такой состав очень хорошо подходит именно для летнего времени. Такая нежность появляется в полотне, легкость. В тунике использован сказочный по красоте витиеватый узор, который имеет вертикальную направленность. Такой узор добавляет модели, на мой взгляд, элегантности и женственности. Узор словно оживает на ткани, создавая неповторимый образ. Эта туника, конечно же, идеально подходит для летних дней, когда хочется чувствовать себя комфортно и стильно одновременно. Туника прекрасно сочетается с различными видами обуви. Можно использовать различные аксессуары и позволяет создавать разнообразные образы. Этот элегантный и нарядный вариант, думаю, будет прекрасным дополнением к вашему гардеробу, гардеробу любой женщины. Он подчеркнет индивидуальность, чувство вкуса. Мне она подарила ощущение уюта и комфорта еще к тому же, кроме эстетического какого-то вот этого наслаждения. В общем-то, я с удовольствием хожу в ней уже несколько дней, так скажем, ношу ее. Для морских прогулок она оказалась очень подходящим вариантом. Сегодня 22 градуса было в Анапе, и я себя прекрасно и комфортно чувствовала. Ветерочек проходит свободно сквозь полотно вот с этими ажурными такими дырочками, да, и, в общем-то, абсолютно комфортно. Еще к тому же он так мерцает приятно на солнце, да, то есть такой эффект нарядности появляется, так, сказочности такой. Очень мне понравилась шелковистость такая полотна, приятная к телу абсолютно, там, в общем-то, прямо одни плюсы и мое восхищение. Я составила описание, как всегда, сделала расчеты на разные размеры, начиная с 44 и заканчивая 54 размером. Расскажу, как я вязала эту тунику. У меня есть схема, есть выкройка. И давайте сейчас я свяжу узор, покажу, как вязать этот узор. Все в виде текста я выкладываю под видео. То есть инструкция по вязанию у меня подготовлена вот на такое большое количество размеров. Для вязания этого топа, девочки, использовалась пряжа компании НАК. Это турецкая фирма с люрексом. Вы видите, блестящие такие вкрапления идут. Полухлопковый состав у нас идет. 49% хлопок, 49% акрил, 2% вот этого вот металлического состава, который придает мерцание. Вот такой мерцающий вариант топа я придумала и связала. Сегодня я расскажу вам, в общем-то, как я его вязала, как я его создавала. И, в общем-то, вы тоже сможете также повторить за мной и связать для себя эту красивую тунику, топ. Можно его в виде топа связать, можно в виде туники удлиненной, как в моем случае. У нас цельновязанная планочка здесь, вы видите, используется. В общем, вот такой вот вариант. Теперь по поводу цвета. Вот такой цвет используется. Показываю вам крупно. 100 грамм 240 метров используется. Я использовала спицы номер 3,5, спицы номер 4 и спицы номер 3 круговые для обвязки выреза горловины. Вот такая обвязочка. Хотела бы вам показать, как вязать этот узор. Раппорт узора составляет 9 петель.
Начинаю я, кромочка у меня 2 ряда платочной вязки, и далее сразу идет раппорт узора. И первый ряд я вам показываю, девочки, как его вязать. Смотрите. Значит, кромочную снимаем и вяжем первый ряд узора. 2 лицевые, делаем накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Раппорт узора связан, 9 петель. Следующий раппорт вяжем также. 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Связали второй раппорт. Третий раппорт точно так же, абсолютно. 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Таким образом вяжете до конца ряда, сколько вам нужно раппорт. В конце ряда, после того, как вы связали нужное вам количество раппортов, для симметрии добавляются 2 лицевые петли, которые вяжутся вне раппорта, просто для симметрии с левой стороны каждого узора, каждого полотна. И кромочно вяжем изнаночной. Переворачиваем, и второй ряд, и все последующие изнаночные ряды вяжутся изнаночными петельками. То есть в том числе и наши накиды провязываются изнаночными. Следующий момент. Значит, следующий 3, 5, 7, 9 ряды мы вяжем точно так же, как первый. Показываю. То есть кромочную сняли, вяжем 2 лицевые, делаем накид, лицевая, снова накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Связали раппорт узора 3-го ряда. То же самое повторяем. 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Второй раппорт тоже связан. Продолжаем, девочки, вязать 3-й ряд. 5-й, я повторю, 7-й, 9-й вяжется абсолютно так же. Следующие 10 рядов будут вязаться следующим образом. То есть сейчас у нас 11 ряд вяжется следующим образом. Кромочную сняли, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, лицевая, накид. Раппорт из 9 петель связан. Следующий раппорт также вяжется 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, лицевая, накид. Второй раппорт связан. Продолжаем, девочки, до конца ряда. Не забываем, что у нас тут в конце полотна идут 2 лицевые для симметрии. 12 ряд и все следующие изнаночные ряды, все петли мы также провязываем изнаночными.
в том числе и накиды. Продолжаем вязать. Раппорт этого узора составляет 20 рядов в высоту. Самостоятельно вы вяжете эти 20 рядов и затем повтор с первого ряда. Вот. Все, в принципе, мне кажется, я доступно объяснила.